Дорогие друзья, предлагаю вам посмотреть пошаговую запись хорошего, очень вкусного клубничного торта. Запись была сделана во время моего отдыха на юге, и кухня это не моя, и там минимум приспособлений. Но я все-таки решилась ее опубликовать, потому что именно в этой записи пошаговость и детальность, возможно, многим будет в помощь. Дорогие мои друзья, сегодня я покажу вам, как делать десерт. Десерт, который очень нравится всем моим друзьям, знакомым, моей семье. Это будет тортик из взбитых сливок и клубники. И я покажу вам, как делать тесто для основы и потом, как взбивать крем, как украшать этот тортик. Думаю, что вам понравится. Печь я его буду не в духовке, а вот в этой микроволновке, вот на этом блюде прям. Печется он очень быстро, задействованы будут сахарозаменители. Вот здесь у меня эритрит, остатки эритрита, немножко фита и стевия. Ну, фит и стевия я достала, потому что боюсь, что мне эритрита этого не хватит. Дело в том, что эритрит, он не очень сладкий, он такой, средней сладости. Фит более сладкий, и самое сладкое это стевия. Когда мне не хватает сладости в десерте, я добавляю несколько капель стевии. Она очень сладкая. Ну, сейчас буду показывать, как делать тесто. Использовать я буду муку кокосовую. Ее нам можно. Понадобится 2 или 3 ложки сметаны, 4 яйца. Клубника нам нужна для украшения. Сливок 850 грамм. 3 упаковки по 250. Нужно будет желатин и ванилин. Яйца разбила в миску. Добавляю туда ванилин. Примерно вот так вот в ложечке чайной. Ванилин. И добавляю туда эритрит. Столько эритрита в стакане у меня. Это даже не полстакана, треть небольшого стакана. Добавляю туда эритрит. И это все сейчас буду взбивать миксером. Такую массу взбила. И теперь я буду добавлять туда муку. Вот эту вот муку. Можно использовать миндальную муку, не обязательно кокосовую. Просто я как бы хочу, чтобы у меня корж был немножечко такой светлый, беленький. Я буду добавлять до небольшого загустения такого, без весов. Просто до загустения небольшого. И 2 ложки сметаны добавлю, посмотрю, если будет мало, добавлю 3. Я добавила все-таки 3 ложки сметаны, она у меня такая густая, что 2 ложки с горкой у меня бы получилось 3 ложки сметаны. Сюда же надо добавить разрыхлитель для теста, почти целый пакетик буду добавлять, ну, чуть-чуть, может быть, там оставлю на дне, так, побольше добавлю разрыхлителя для теста. Если нет разрыхлителя, можно добавить питьевую соду, большого отличия не будет иметь, и буду добавлять муку. И тогда все это уже буду перемешивать. Посмотрите, я добавила совсем не так много муки, но она уже вот загустела, видите? Вот столечко где-то, столечко я добавила. Да, как-то очень густо у меня получилось, переборщила немножко муки. Кокоса, видите, она так быстро как бы разбухает, что надо аккуратнее с ней. Добавлю немножко кокосового молока. Ну, если у вас такая ситуация будет, ну, можно что угодно туда добавить, хоть воду. Ну, вот такая она должна быть, похожа на кашу такую. Блюдо немножко смазываю вот так сливочным маслом, чтобы сильно не прилипло.
Вот так вот я выложила все это тесто на блюдо, разровняла его. В тесто, кстати, у меня эритрита ушло, наверное, четверть стакана. Ну, чуть больше, чем вот здесь осталось в стакане. Вот так было, вот так осталось. Ну, четверть стакана получается эритрит. Я попробовала. Тесто умеренно сладкое, больше не надо. То есть сильно сладкое делать не надо. Пусть будет такое чуть-чуть подслащенное. Будет классно. Эту тарелку в микроволновку на сильную и минут 5. Я добавила еще 3 минуты, потому что, открыв дверку, увидела, что оно у меня не пропеклось еще. Но вот видите, уже оно поднялось так, но сверху еще не пропеклось. Если не пропечется, добавлю еще пару минут. Сколько будет в общем, потом скажу. Пока у меня все это в микроволновке готовится, займемся кремом. Сначала мне нужно желатин замочить. Здесь 10 граммов желатина. Высыплю в мисочку и 2 столовыми ложками воды залью. Вода должна быть либо кипяченая из бутылки. Итак, в холодные сливки добавляю ванилин, вот столько примерно, и эритрит оставшийся, который в стакане остался. Сливок 850 грамм. Значит, эритрит я высыпала вот эту четвертинку оставшуюся. Подозреваю, что этого будет мало, поэтому я добавлю еще вот фит. Вот в фите есть такая ложечка. Добавлю ложки 3 этого фита. Тем временем испекся мой корж. Я проверила его палочкой уже вот здесь. Он внутри нормально пропекся. Немножечко вот так вот, видите, отстает от краев. Видно, что легко отстает. Сейчас он чуть-чуть остынет прям в чашке в этой и будет спокойно вылазить из нее. Сливки взбиваем до загустения и на малой или на средней скорости. Лучше на малой. Ну, чуть-чуть можно побольше, чем малая. Когда они такие вот взбитые уже, мы будем добавлять туда еще желатин. Желатин обязательно ни в коем случае нельзя перегреть. Поэтому мы его ставим в микроволновочку и буквально на 2-3 секундочки. И буквально чуть-чуть начинается. Я смотрю. Раз сразу смотрю, не растаяло еще? Нет. То есть надо вот так вот буквально следить. Даже если я на полминуточки поставила, надо все равно следить. В любой момент он растает. Вот уже растаял, видите? Все, больше нельзя. Больше нельзя. Даже если он не совсем растаял, вот так покрутите его, он потает. Все. Теперь я его добавляю в сливки и перемешаю. Сладость я попробовала. Сладости достаточно там. То есть вот эти вот четверть стакана или 3-то, в принципе, и фитпарата немножко. Ну, можно эритрита, четверть стакана достаточно. И все это размешиваю. Итак, сливки вместе с желатином оставляю в сторону. И сейчас начну заниматься клубничкой. Клубнику я промыла хорошенечко и обдала ее кипятком. Дальше я ее порезала вот на такие слайсы. Что я сделала? Смотрите, взяла большую чашку и выложила ее пленочкой. Чашка нужна такая, чтобы у меня поместился сюда это блюдо с коржом. Корж сейчас я поставлю в холодильник, чтобы он хорошенечко остыл. Ну, не просто хорошенечко остыл, а даже чуть-чуть подзамерз. Вот. А этой клубничкой я буду выкладывать дно этой чаши вот так. Хочу показать, что корж очень хорошо отходит от чаши. Вот смотрите, беру его вот так. Он спокойно совершенно не прилипает.
Сейчас я его поставлю охлаждать. Итак, посмотрите, что я сделала. Я выложила полностью эту мисочку слайсами клубники. Наверх я положила более такие большие кусочки, ну, но тоненькие, а вниз положила толстенькие, маленькие, потому что они потяжелее, эти полегче. Они очень хорошо прилипают к этой пленочке. Вот. И дальше я беру крем наш и полностью выкладываю на эту клубнику, закрываю эту клубнику. Лопаточкой разровняла крем, выложила весь. Возьму наш корж, вот этот, и положу его сверху. Итак, корж сверху, клубничку, которую у нас выглядывает, немножечко так вот трамбовываю ниже ее. Так. И сверху кладу это наше блюдо, в котором и готовила корж. И вы, наверное, поняли, что это будет торт наоборот. То есть когда я его сейчас поставлю в холодильник, он постоит, застынет. Потом я его просто переверну, сниму пленку, и будет замечательный клубничный торт. Итак, вот тортик постоял в холодильнике. Да, в принципе, любой торт, он должен постоять. У меня постоял ночь в холодильнике. Лучше всего, конечно, торты делать на ночь. За ночь они пропитываются. И сейчас я его просто переверну. Вот, перевернула и сняла сверху тазик. Тазик снялся прям с пленкой. И вот такой вот замечательный тортик у меня получился. Можно его украсить еще оставшимися клубничками сверху. Можно присыпать немножечко, может быть, кокосовой стружкой. Но это уже на усмотрение. Режется он очень легко, просто. И вот такой кусочек получается тортика. Я вас уверяю, на вкус он чудесный просто. Воздушный, легкий, мягкий. Вот эта вот его платформочка нижняя, она тоже такая с кокосовым вкусом. В общем, торт просто чудесный. Всем нравится. Всегда просят меня сделать этот торт. А готовится он очень быстро. Готовится он буквально однажды, у меня гости тут сидели уже, а я минут за 20, наверное, такой тортик приготовила. Можно его, в принципе, и сразу есть, но лучше, чтобы он постоял, потому что тогда он скомпрессируется и будет более плотный и более сочный. Конечно, такой тортик нельзя есть каждый день. Его можно делать только по особым каким-то случаям. Если вы каждый день будете есть такие кето-десерты, вы никогда не похудеете. Будьте осторожны с кето-десертами. Мы их можем себе позволить только в каких-то особых случаях. Всего вам доброго!